А, вот он, Риверстрайдер, вау. Надо быть истинным данмером, чтобы управлять такой штукой, да? Ну, вот такие вот дела. Я себя чувствую, знаете, немного Джанго освобожденным. Мне кажется, все тут будут говорить, что этот аргонянин себя позволяет. Сеньоры и сеньориты, приветствую, с вами сэр Холмс. Продолжаю прохождение Morrowind Tomb Rebuild. Нахожусь на северо-востоке континента, напоминаю. Путь мой лежит в Латанис, это земли Телванни. Я уже вижу что-то интересное на своем пути, может быть это он и есть. Уже характерная телванская архитектура и интересное такое свечение в этой реке. Это же все та же самая река, Басуада или как? Нет, это другая. Не суть. Вообще да, Латанис должен быть здесь, если мне не изменяет память. Вот тут есть указатель даже. Альдебасар, отель Матривра. Латанис сюда. А, красиво, смотрите. Довольно обширно. Так, дорога вот, да? Да, это дорога. Так, ну я предпочитаю исследовать новые места. Нет, сюда я не пройду. Как-то у вас тут непонятно как ходить, друзья. Мои телванские. Латанис. Добро пожаловать. Какая прелесть. Посмотрим, посмотрим, насколько добро пожаловать по факту. Ладно, предположим, что это парадный вход, значит, надо двигать куда-то сюда. Везде написано, что это Латанис. Спасибо, я понял. Не обязательно об этом писать 900 раз. Конечно же, непонятно, куда идти. Но зачем телванцам делать что-то понятным? Это чей-то дом. Таверна. Вот тут-то и пообщаемся, пожалуй. О, здравствуй, Кама. Я не ожидал первой персоной, кого я тут увижу, Ридкарда. Расскажи о себе. Я Кама, крестоносец. Неплохо. А как тебе в этом городишке? Что расскажешь про него? Латанис построен на самом заливе Небет. Если не считать особняка Балгринак, который выточен прямо в горе. Почти все здания находятся над водой. Ага. Ну, телванцы любят, да, такое, знаем, знаем. А какие тут можно услуги получить? Латанис по большей части город ремесленников, поэтому ты найдешь довольно много услуг здесь. А рынок на открытом воздухе, там можно купить вообще все, что угодно. Редгард по имени Эрик и Данмер Ливлайн Дален, они оба продают броню и оружие. Сивен Андин продает книги всех видов. Дралана Матан и Медиан. Ну, Медиан, похоже, да. Это местный алхимик и целитель. Мерладор — это модельер, у него есть магазин. Также ты можешь отправиться Риверстрайдером в Телюаду и Порт Телванис. О, на Риверстрайдере покататься нам доведется.
Если ты туда собираешься, конечно. Так, значит, на открытый рынок надо бы сходить. Есть еще магазин модельера, но я не знаю, не очень-то мне, наверное, нужно к модельеру. А что тут по известным личностям, кроме перечисленных? Ну, Балгаринак — это челванский волшебник. Он контролирует большую часть того, что здесь происходит. Дедаве Атерайн заправляет услугами реверстрайдеров. Рантарас заправляет таверной Водная Тень. Ну и помимо этого, все здесь либо торговцы, либо обыватели. Понял. И какие места тут стоит посетить? Ты находишься в Латанисе. Раньон Рун. Немного на запад. Пойди на запад, прежде чем ты найдешь Сируаду. Потом следуй рекой вверх по течению к Раньон-Руну. Какая-то еще Сируада есть. Оттуда ты можешь продолжить путь к Тель-Раньону и подземным поселениям Ашамул и Сарвани. На восток острова Телвани. С городом Порт Телванис, рядом с Гасадритом. Понял, спасибо. Рассказал прям. На себе что расскажешь, может? Ну, то, что ты крестоносец-то я понял. Я тут сразу скажу, что целью моей тут является просто как можно скорее продолжить путь к Порт Тилванису, поэтому ищешь выпивку, чужестранец? У меня много хороших напитков. Давай взглянем. И вообще покушать бы. Давай, свежая пища никогда не помешает. В ответ мне предложить особо нечего, но... Вообще нечего. У меня еще запас украденных яиц на маяке. А, надо немного приодеться. Амулет адвоката. Так. Рынок на открытом воздухе. Я, пожалуй, залезу тут повыше. Вы не будете возражать же. Я бы очень хотел взглянуть на этот рыночек. Ни черта не вижу никакого рынка. Может, это он? Обманули, что открытый? О, пустой дом. Чудесно. О, кузница. Я думал, они прям действительно под открытым воздухом будут. Ох, какая клеймо, кстати, нордская. Это что у вас тут? Хиты продаж? Эрик, приветствую. Взгляни на мое оружие, аргонянин. Даже поющие клинки носа не подточат об мою работу. Я бы начал с того, чтобы починил тут свои. Вот, и действительно поторговался с тобой немножко. Ну, ничего интересного лично для себя я не вижу у тебя. Всего 400 монет. Ни о чем, да? Даже жалко тебе впаривать мои эти штуки.
Оставлю все при себе просто. Так, у нас 2 часа. День в разгаре. Пока что займусь обходом торговцев, действительно. Так, это тоже таверна, только другой выход. А это, похоже, 3-й выход из таверны. А там тоже какой-то, да, магазинчик? Ну-ка. А, это комнаты. Красиво. Ух ты. Да, неплохие апартаменты тут. Я не удивлюсь, если дороже 10 монет потребуют. Здравствуйте, здравствуйте. Нет, информации я тут не ищу особо. Я уже всю, в общем-то, получил, какая меня интересовала на данный момент. Оружейник. Я продаю лучшую броню ручной работы, сделанную из дрелгов и кротокрабов. Не хочешь взглянуть? Конечно, показывай. Да, действительно. Ну, правда, ну, вот это кротокрабовое, оно какое-то совсем бестолковое. Ну, совсем прям. Разные доспехи из кожи нетча. Разные шлемы, но у меня покруче. Так, 600. Ну вот, в принципе, ему можно продать что-то. Древкская броня выглядит тоже неплохо по характеристикам, но она меня не привлекает чисто внешне. Давай-ка, наверное, тебе продам эту. Ох, можно, в принципе, заняться перекупом. Давайте-ка я тут у него что-нибудь приобрету и перепродам тому Ридгарду. Это смешно, но я выкупил у него весь магазин просто, буквально. Вот, повышаем навык торговли, вот так бы всегда. Кстати. Вот, вообще мне неплохо, да, прокачать еще посильнее навыки зависимости. Блин, вот бы мне еще учителя найти тут какого-нибудь. Ах, ну с этим трудно, наверное, будет. Это у меня не в приоритете, потому что... Ладно, смотрим, что тут еще есть. У меня сейчас такое ощущение, что я остальной этот хлам продать не смогу. О, клетки. Да, можно залезть, смотрите. Пустые клетки что-то. Вот это похоже на открытый рынок. Ну, вы знаете, пока что у меня такое впечатление, что это прям вот что-то с чем-то, этот латанис. Я такого не встречал нигде. Дошел таки до модельера. Может, можешь помочь мне с маленькой проблемой? Ох, не обещаю, не обещаю. Ну, раз уж ты говоришь, она маленькая, ну что за проблема? Похоже, что поставка хорошей ткани и припасов, которую я заказал в Алиноре, не прибыла. Задержка просто месяцы. Я полагаю, что она потерялась по пути в этом путешествии через континент, но недавние находки открыли, что поставку перевозили через... по земле из Фалинести в Баан-Малур. Это ж капец как... Это ж... Ну ладно. Оттуда она была загружена на
эльфийскую деву, которая направлялась в Латанис и с остановкой в Тель-Уаде. Но там она никак так и не появилась. Я знаю мало чего о этой поставке. Может быть, ты заинтересован помочь мне найти мои припасы? Ну, да, на самом деле ты обращаешься по адресу. Раз уж ты ждешь месяц, то подождешь еще парочку, наверное. Ха! Ну да, я вообще, возможно, там буду. Спасибо тебе, Холмс. Если тебе это понадобится, вот письмо, которое дает тебе право взять груз и принести его ко мне. Хорошо, давай хоть глянем, что у тебя есть на продажу-то. О, пояс изолита, прекрасно. Я вообще эти штуки взял, чтобы зачаровывать, но понял, что слишком много всего. Вот амулетов мне столько не надо было точно. Жалко, броню не берет. А вот колечки, да. Надо попробовать зачаровать что-нибудь и сбыть это. Не знаю, вот этот амулет, вот не знаю, возьми. Давай хоть на монетку-то. Нет. Ишь. Я тебя, блин... Подожди, а что за эльфийская дева? Ну да, корабль, который должен был доставить. Это я слышал. Так, а что в письме? Те, кого это касается. Этим письмом я информирую вас, что... так. Я даю власть агенту Органианину Холмсу взять товары и принести их ко мне со всей спешкой. Подписано. Мерладор из Алинора. Ах. Прекрасно. Вот, самая высокая башня, да? Я не знаю, нужно ли мне туда. Наверное, нет. Но я зайду. Ну да, конечно. И пошли вы к черту со своими левитациями. Не хочу на вас заряд дешевого кольца своего даже тратить. Я бы, конечно, не прочь с тилванцами-то сдружиться, но они такие псы. Здравствуй, женщина. Че продаешь? Ростовщик. Ну, покажи свой товар. 75 монет. Ну... Пепельная соль. А что-то как-то все... Блин. Обычно всякий хлам отделяется от ингредиентов. Тут как-то все совсем вперемешку. Ладно. Ты же возьмешь вот эти всякие, да? Отлично. Всякую дешманскую штуку продаю тебе. Шлемы бери. Баклер бери. Я бы у тебя даже мыло слада взял. Спагриф, вот это все. Вот, черт с тобой, короче. Не, ну-ка давай отсюда. Перчаточки. Я хотел зачаровать, попробовать их.
Перезаряжать же мне нечего. Ой. А вот. Зачаровать, пожалуйста. Вмешательство Альмсиви вообще пофиг. Можно, кстати, вполне. Нет, не получилось. Ну, попытка не пытка. Здесь у нас что? Данмерская алхимия. Вау. Со стилем тут обустроено все. Ищешь зелье, аргонянин? У меня есть все, что тебе нужно. Сделано из лучших ингредиентов. Да. Я тебе мыло слада принес. Забирай. По ингредиентам-то действительно неплохо у него все. Ягоды белладонны, ингредиент редкий, надо брать. Коммунику давай. Ну и все. Торговаться даже не буду пытаться. Поэтому псу видно, что ни копейки не сторгует. А, вот он, Риверстрайдер, вау. Надо быть истинным данмером, чтобы управлять такой штукой, да? Как добраться туда? Ансума Велот. Это не в честь ли того самого Велота? Латанис. Да знаю я, что это Латанис, ну. Ох ты. Они по-другому кричат, нежели чем. Вот, хоть эти нормально, ну, торговцы. Молодцы, ребята. А ты тоже алхимик, да? Ты не купишь у меня щит. Щит. Ладно, очень жаль. Ведь хороший щит. Скажи нет, ча. Привет, привет. Вот ты всякой всячиной торгуешь. Жалко, что денежек у тебя немного. Держи кирасу, щит. А, ну, в принципе, мне-то хватит, да, наверное? Молоточек. Я надеюсь, они не нападут на меня. Я как-то пытался в гильдии магов зачаровать броню Темного Братства старую, которую нашел где-то в данжах близ Басмора, и на меня напали мои же. Они просто напали на меня за то, что я пытался зачаровать броню Темного Братства, найденную законным путем просто. Я вот не понимаю. Это, знаете, тут явно какой-то агр есть у каких-то групп персонажей там определенных. На определенные предметы, которые им пытаешься продать. Сиротинский бренди. Так, ну в принципе-то что? Все? Пожалуй, это все. Скажи о себе. Я Дедав Терайн. Терионафт. Я забочусь о своем Риверстрайдере, и вместе мы перенаправляем людей через моря и реки. Куда ты можешь... Если хочешь, можем отправиться в Телюаду, Альбасару или Порт-Тилванис. Комфортно и за справедливую цену. Залазь на Страйдера. А про Порт-Тилванис расскажи. Это самый большой грибной город, сердце тилванской политики и экономики, а также магии, магической силы. Этот порт содержит множество риверстрайдеров, и легко найти
одного, который доставит тебя в Латанис, Талюаду, Гасадрит или плантацию Садас. Понял, спасибо. Расскажи вообще про чем тут город-то живет и чем процветает, благодаря чему. Местная экономика основывается по большей части на традиционных данмирских промыслах и навыки местных ремесленников. Магазины и рынок дают рабочие места многим местным. Ферм здесь не так уж много поблизости. И кто-то ищет себе на пропитание с помощью рыбалки. Все это традиционное данмирское ремесло. А про местность, про окружающую, что расскажешь? Латанис лежит у залива Нибет. Между Аудовором, что есть часть Малагриада, и полуостровом Нибет. Живописная долина Кашдран пролегает на восток. Дорога на запад из Латаниса приведет тебя к горам Малкат и в Раньон-Рун. Понял. Спасибочки. Ну что ж. Порт Тилванис на Реверстрайдере. Что может быть прекрасней? Ой, как сразу потемнело-то. Слышите, да, эти звуки? Ой, я уже сразу вижу своего болотного брата. Как он курлыкает. Прекрасно. А тут еще и разные они, смотри-ка. Подожди. Я пока не хочу торопиться. Вау. Напримерские руины вижу. Здравствуй. Что привело тебя в порт Тилванис, аргонянин? Порт Тилванис — это столица района Тилванис в Моровинде. Именно здесь независимые умы и магические силы Тилвани соединяются, чтобы создать город, который полностью свободен от имперского влияния и возведен с, в общем, обычной прелестью тилванских магических сил. Диктат империи здесь не имеет силы, и маги-лорды полностью игнорируют все их правила и законы. О, я в таких местах еще не бывал. За 250 серий, представьте. А о себе чего расскажешь? А то же самое, что и тот предыдущий парень. Еще подробнее о ее ремесле. Терионавт. Я могу транспортировать тебя в разные порты назначения. И справедливую плату. Ты будешь путешествовать в комфорте, в кабине, на спине моего Реверстрайдера. Чудесно. Ну, расскажи вообще про эту местность. Это остров Ван, самый большой из островов Тилвани. Остров Хлаван, там, где расположен Гасадрит, расположен немного на юг. Ненаселенный остров Балвир, который также называют островом Арак, находится на северо-запад отсюда.
Мараван и Кардван находятся на юго-восток и северо-восток от Вана, соответственно. Окей, экономика. Порт Тилванис — это важный центр местного производства и ремесла. Многие меры достигли высокого уровня мастерства в том или ином деле. А также у нас здесь налоги, которые собирает бюрократия дома, и есть фермерство рядом с плантацией Садас. Окей. Ну, я бы хотел как можно больше информации, какие тут еще услуги можно приобрести. Если ищешь раба, Нарал Данден может предложить тебе кое-каких. Можешь найти его на юго-востоке города, рядом с залом совета. Также обычные торговцы могут быть найдены по всему городу. Риверстрайдер в доке предлагает направление в Телюаду, Гасадрит, Садас и Латанис. Окей. Какие места порекомендуешь? Это порт Тилванис, Аргонянин. Дальтиним, башня архимагистра Релвина Драла, возвышается над городом на севере. Дом совета находится на юго-востоке города. Арабские рынки ты найдешь рядом с домом совета. Но если пересечешь залив, скоро окажешься в Гасадрите. А на другой стороне этого острова найдешь плантацию Садас. Ну и о примечательных личностях я бы еще хотел узнать. А тут нет такого вопроса. Ладно, спасибо. Я тут пока с ней разговаривал, вспомнил, что у меня же есть книжка островов Тилвани прямо с собой. Предлагаю прямо сейчас вместе со мной ознакомиться. Карты островов Тилвани. Острова Тилвани — это уединенный архипелаг, лежащий у самого северо-восточного побережья Тамриэля, отделенный от материковой части Моровинда каналом Малагриад. Архипелаг состоит из 4 крупных островов, 3 из которых населяет ксенофобский Великий дом Тилвани. На острове Ван, самом большом, расположился порт Тилванис, крупнейший город Тилвани во всем Моровинде. В этой громадной Садрит-конурбации находится Тилванский парламент жуков, огромная башня Тель-Тиним и шумный порт. А также это столб восточной работорговли, презирающий любые контакты с Западом. Приезжие, особенно с имперского Запада, могут быть удивлены враждебностью города к чужеземцам. Порт Тилванис ценит свою отстраненность от имперских законов и культуры, а Тилвани мало волнует формализация торговых обычаев, которая могла бы привлечь имперскую коммерцию. Путешественникам, особенно связанным с гильдиями или регионом, лучше быть готовыми к тому, что местные жители будут сторониться их. Большинству жителей Запада лучше самим обойти порт Тилванис стороной. К западу от порта Тилванис на конечности Вана находится плантация Садас, большое сельскохозяйственное поместье, где умельцы Тилвани разводят плейнстрайдеров и нетчей. Тель-Садас, старый форпост Велоти времен Второй эры, возвышается над этими полями. Через пролив и к югу от Вана находится Гасадрит. Как и Садрит Мора на Варденфеле, Гасадрит более гостеприимный портовый город Тилвани, дружелюбный к чужакам и торговцам. Также здесь находится Тель-Дарис, башня суд Тилвани. Если вы попадете в криминальную историю на островах, здесь вам придется отстаивать свое дело перед местными магистрами. К северо-западу от плантации Садас и самого Вана расположен необитаемый остров, который местные жители называют Балвиром. Известный также как остров сводов, Балвир священен для храма трибунала. Будьте осторожны, говорят, по ночам здесь можно услышать жуткие звуки, отдающиеся эхом по воде. Через пролив от имперского города Баалойра находится остров Балварден, уместивший крошечную деревню Барамму. Самый отдаленный из островов Тилвани, продуваемый всеми ветрами и омываемый бесконечными дождями, он не может предложить многого в плане услуг.
Ну, такие вот дела. Я себя чувствую, знаете, немного Джанго освобожденным. Мне кажется, все тут будут говорить, что этот органянин себя позволяет. И все в этом духе. Вообще, я же хотел спросить, куда там меня может доставить эта дама. Прости, пожалуйста, скажи, куда там направление? А, Латанис Телюада, ну, знаю. Ну, наверное, они все ездят до Латаниса. Ну, хотя... Вот, здравствуй, ты правда хочешь поговорить со мной? Что привело тебя в порт Тилванис, аргонянин? Я хотел присоединиться к вам. Поговори с Моутсом, связал совета Тилвания. А я, что, неправда, нельзя потренироваться? Прости, но тебе нужны твои бумаги гостеприимства, что? Прежде чем мне будет дозволено иметь с тобой какие бы то ни было дела, ты можешь получить их от Аласи Дурен в авеню. Возвращайся, с ними и мы поговорим. Бумаги гостеприимства? Что за нафиг? Болотный брат. Что привело тебя в порт Тилванис, Аргонянин? А вот, Аргонянин, расскажи мне про этот город. Расскажи о себе, как ты тут-то поживаешь. Совсем, наверное, ужасно все. Я служу денно и ночно для моих хозяев. Единственное будущее, что ждет меня, это время, когда мои силы иссякнут. Когда от меня не будет больше толку для моих хозяев. Меня просто вышвырнут на мой последний отдых. И так я и погибну под землями чужбины, далеко-далеко от моей родины. Да, грустно, дружище. Ты давай уходи. На ключа-то, а у тебя же нет, чтоб меня освободить. Ну, конечно. Слушай, а что такое отель Тиним? Это место, где живет глава островов Тилвания. Я слышал, что он не выходил уже долгое время наружу. Это Рилвин Драл, да? Он архимагистр этих Тилваний. Я слышал, что он очень могущественный. Это все, что я знаю. Ну, спасибо. Ладно, больше мне спросить-то нечего. Так, там еще один Риверстрайдер. А парадный вход-то какой, смотрите. А ты правда хочешь со мной поговорить? Расскажи о себе. Я Реламус Эндарил. Жулик и президент дома Тилвании, божечки. Порт Тилванис — это один из последних истинных домов Моровинда. Он свободен от влияния и вмешательства имперских раскольников и почитает догмы храма. Мы свободны, чтобы продолжить жить так, как жили веками здесь. И делать все, что нам заблагорассудится. А что за раскольники-то? Даже они не настолько глупы, чтобы сюда соваться. Мы очень далеко от империи, их глупости здесь, в Тилванисе. И их рука никогда не достанет наших тилванских башен. Ладно.
Тельтиним — это самая высокая башня в Портилванисе и дом архимагистра Ревина Драла. Релвина. Ты можешь найти ее на северном конце центра города. Она возвышается над остальным городом как подтверждение талантов архимагистра. А что про архимагистра-то самого слышно? Он имеет власть над всем. И куда больше, чем ты даже можешь представить. Конечно, он не утруждает себя такими мелочными делами, как управленство. Он посвящает его время делам магического учения. Спасибо. В принципе, это все, что я хотел услышать. Наверное. Так. Мне интересно, это... Риверстрайдер, он... Другое место перевести может. А я бы хотел про Тельтиним узнать побольше. И про Ревина Драла. Так. Башня возвышается над всем городом, преуменьшая дома обычных меров, кто живет здесь. Архимагистр Драл из дома Тилвани не покидает Тельтиним так уж часто, поэтому обычный народ немного о нем знает. Ну, кроме того, что ему нет равных в его силе магической. Понятно. Да, можешь привести. Мой Риверстрайдер Чумор может привести тебя в Гасадрит или с плантацию Садас за приемлемую цену. Вот, спасибо, понял. Буду знать. Тонцы тут у вас в рабстве, да? Похоже, жилище рабов. Тилванцы охраняют. Вы же тут все рабы, да? Вот явно раб, а ты? Так. Сраджир. Да, тоже в рабах. Этот город далеко от имперского влияния. И здесь у нас проживает великий маг лорд Тилвани. Поэтому нет никакой надежды, что для тех, кто в таком же положении, как Сраджир. Да уж. Ладно. Хватит залипать местных, надо взять уже и... найти. Вау. Вот это врата! Как они сделаны? Вращаются как будто невесомые, а такие здоровые. Ну, авеню. Угу. Так, тут мне сказали, с кем-то можно поговорить по поводу вступления. Вот с тобой вроде бы даже. А это что, мне тут платить надо подать, что ли? Мне бы башню найти. Здравствуйте. Я Аласиен Дурен, префект гостеприимства в городе Порт-Тилванис. И я не допущу, чтоб чужеземец приходил сюда ради какой-то пустой болтовни по поводу последних слухов. Каковы бы ни были твои мотивы, предупреждаю, что тебе понадобится бумаги гостеприимства, чтобы сделать хоть что-нибудь в этом городе.
А, ну, окей, а что? Великий дом Тилвании. Представляет посетителям и гостям чтобы у них были подлинные документы гостеприимства, в общем. С ними в любое время они могут оставаться в городе. Но никому не позволено получать услуги в торговле. Если они не могут получить этот сертификат. Я префект гостеприимства, действую от лица парламента Жуков. И ты можешь получить эти бумаги от меня за 50 дрейков. Ну, деваться некуда, хорошо. Мне нужна твоя подпись здесь. Вот так. Ну все, давай теперь обслуживай меня по лучшему порядку. Рассказывай про город. Это я уже слышал. А можно вступить в дом Тилвании? Дом Тилвании — это один из величайших домов. Мы ценим таланты, знания и инициативу. Возможно, ты хотел бы присоединиться? Поговори с Моутсом. Хорошо. Тилвани Council Hall. Понял, поищем. Парламент Жуков мне нужен. Парламент Жуков — это традиционное имя Совета Тилвании в Порт Тилванисе. Немногие люди используют это название в наши дни. Жуки в парламенте — это Нервиля Мейн. Он, видимо, действует от лица мастера Митраса. А вот я как раз от него пришел. Стелла Раньона. Эрет Марвейн действует от лица госпожи Раты из Телюады. Нетан Марис действует от лица госпожи Фаруны из Телерен. Нараин Дарис, соответственно, мастер Вейрин из Тель-Вейрин. Фервас Шулиса, госпожа Элдалия Тель-Дарис. Я уже запутался. Чего ты вот заливаешь мне? И Малвас Релвани. От лица архимагистра Релвина Драла из Тельтенима. Ай, спасибо. А про себя что расскажешь? Маг и волшебник Великого дома Тилвании. Рад за тебя, дружище. А тут налоги какие-то полагаются. То есть эти поручения. Нет, это никакие поручения. Ты же не присоединился к нашему дому еще, говорит. Ладно. В общем-то, я узнал, что хотел. Узнал, чего хотел, и давайте в следующем эпизоде найдем этот парламент жуков. Осмотримся тут уже как следует. Порт Тилванис — это такая вещь, что даже просто проездом тут просто так не по это самое.